Когда Бонни Рейд получила целых 4 Грэмми в 90-м году, это было вполне заслуженное признание ее достижений как исполнительницы, с начала 70-х годов доказывавшей право женщины держать в руках электрогитару. Бонни Рейд – легендарная блюзовая исполнительница, в копилке которой аж 10 премий Грэмми. Сегодня эта очаровательная женщина входит в зал славы рок-н-ролла и зал славы блюза. При этом свой прорывной альбом, который разошелся тиражом более 5 миллионов копий и выиграл 3 премии Грэмми, она выпустила лишь на закате 80-х. Ее любовь к блюзу наглядно продемонстрировал ее первый альбом. И хотя на протяжении лет Бонни экспериментировала со многими стилями, ее блюзовые корни всегда были заметны в ее работах. Она относится к тем уникальным людям, которые одинаково хорошо владеют блюзом, фолком, кантри, роком и поп-музыкой. Они также говорят, как о новаторском слайд-гитаристе. И даже сегодня, спустя столько лет с момента появления на сцене, Рейд продолжает доказывать, что она артист необычайной многогранности. Она заняла 50-е место в списке журнала Rolling Stones 100 величайших певцов всех времен и помещена в список журнала 100 величайших гитаристов всех времен. Австралийский исполнитель музыки в стиле кантри Грэм Коннорс сказал однажды, что Бонни Рейд делает что-то с лирикой, которую никто другой не может сделать. Она изгибает ее и скручивает прямо в ваше сердце. Бонни Рейд родилась в 1949 году в США в Калифорнии и прожила первые годы жизни в Лос-Анджелесе. Отец ее был актером, а мать пианисткой. Музыкально настроенные родители оказали сильное влияние на ее жизнь. С юных лет ее и ее братьев поощряли заниматься музыкой. Первоначально Рейд играла на пианино, но позже она начала играть на гитаре Стелла, которую получила в подарок на Рождество в 1957 году в возрасте 8 лет. С 8 до 15 лет Рейд и ее братья посещали летний лагерь в горах Адирондак под названием Camp Regis. Именно там Рейд узнала о ее музыкальных талантах, когда вожатые лагеря попросили ее сыграть перед отдыхающими. Изучение того, как играть песни из фолк-альбомов, стало для Рейд хобби. Будучи подростком, она стеснялась своего веса и веснушек и рассматривала музыку как побег от реальности. Это было моим спасением. Я просто сидела в своей комнате и играла на гитаре. После окончания школы в 1967 году она поступила в Рэдклифф колледж Гарвардского университета по специальности «Социальные отношения и африканистика». Ее план состоял в том, чтобы поехать в Танзанию, где президент Джулиус Ньерера создавал правительство, основанное на демократии и социализме. Она была солисткой музыкальной группы кампуса под названием «Революционный музыкальный коллектив», которая играла для бастующих студентов Гарварда во время студенческой забастовки 70-го года. Тогда же Рейд подружилась с легендарным блюзовым промоутером Диком Уотерманом. Во время второго года обучения в колледже Рейд бросила его и переехала в Филадельфию с Уотерманом и другими местными музыкантами. Она впоследствии говорила, что это был поступок, который полностью изменил ее жизнь. Летом 70-го года она уже играла с Фредом Макдауэллом на фольклорном фестивале Филадельфии, а также выступала на разогреве у Джона Хаммонда, который начал распространять информацию о ее выступлении. Скауты из крупных звукозаписывающих компаний вскоре стали посещать ее концерты, чтобы посмотреть, как она играет. В
В конце концов, она приняла предложение от Warner Bros., которая вскоре выпустила свой дебютный альбом. Он был тепло встречен музыкальной прессой, многие авторы хвалили ее навыки гитариста, ведь в то время немногие женщины имели прочную репутацию гитаристов. Несмотря на восхищение тех, кто видел ее выступления, и уважение со стороны сверстников, Рейд не получила особого общественного признания за свою работу. Ее творческий статус продолжал расти, но продажи пластинок оставались скромными. Ее второй альбом носил посвящение народу Северного Вьетнама и был выпущен в 1972-м, и также получил положительные отзывы. Тем не менее, это не изменило ее коммерческого состояния. Альбом Taking My Time 1973 года также был тепло встречен критиками, однако продажи не соответствовали этим отзывам. Рейд стала получать более широкое освещение в прессе. В том числе в 1975 году она попала на обложку журнала Rolling Stones, но с выходом альбома Street Lights отзывы о ее работе становились все более неоднозначными. К этому моменту она стала экспериментировать с разными продюсерами и разными стилями, а также начала принимать более мейнстримный звук, который продолжился в Home Plate 1975 года. Би Кинг однажды назвал ее лучшим чертовым слайдером, играющим сегодня. К этому времени Бонни Рейд стала одной из самых уважаемых слайд-гитаристок, и все это с помощью старой гитары Fender, купленной за $120. Мой первый страт я купила в 1969-м, когда мне было 19 лет. С этого все и началось. С тех пор я использую его на каждом моем концерте. Мой друг посоветовал мне эту гитару, которая стоила $120. Это-то меня и подкупило. Плюс к этому я видела многих моих музыкальных героев, играющими на таких гитарах. Так что я решила, что покупка станет хорошим стартом. На том этапе я все еще была чем-то вроде фолк-музыканта и играла на акустической гитаре, но многие блюзмены, которые мне действительно нравились, играли на электрогитарах, чтобы их было хорошо слышно в маленьких клубах. Моя гитара похожа на летопись, в которой упомянут каждый концерт, и таким упоминанием становится любая вмятинка на дереве. Это связано с душой гитары, которая появляется по мере того, как вы используете ее, играете на ней много концертов. Опыт измеряется музыкой, и у этой гитары опыт есть. Я не коллекционирую гитары, я покупаю их, потому что они мне нужны. Я считаю, что на гитарах нужно играть. Это дерево, уважайте его, играйте на нем. Давайте жизнь музыки. Не держите инструменты на каком-нибудь складе в Токио, чтобы на вечеринке говорить: а знаете, что у меня есть? Гитары придуманы не для этого. На протяжении всей своей карьеры она сочетала свою классическую школу блюза с современным взглядом на музыку и стремлением к экспериментам. С 1971 по 1986 год Рейд записала 8 альбомов на Warner Bros. Records, перейдя от чистого блюза немного в область поп-музыки, однако без потери своих блюзовых корней. Пиком сотрудничества Рейд с компанией Warner Bros. В коммерческом отношении стал альбом 1977 года «Сладкое прощение», которого получила известность кавер песни «Runaway», ранее исполненной Делом Шенноном. You run away.
Warner Brothers возлагали большие надежды на следующий альбом Raid, но он получил плохие отзывы и скромные продажи. Однако в этом году у Raid все-таки был один коммерческий успех, когда она помогла организовать 5 концертов объединения музыкантов за безопасную энергию в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке. Шоу породили золотой альбом с 3 пластинками, а также одноименный художественный фильм. А в 80-м году она появилась в роли самой себя в фильме «Городской ковбой». Для своей следующей записи Raid предприняла сознательную попытку пересмотреть звучание своих более ранних записей. Однако, к ее удивлению, многие сравнили ее новое звучание с растущим движением новой волны. Альбом получил очень хорошие отзывы критиков, но продажи так и не улучшились, что серьезно повлияло на ее отношения с Warner Brothers. В 1983 году Raid заканчивал работу над своим следующим альбомом, но после завершения мастеринга звукозаписывающая компания исключила ее из своего списка, недовольная ее коммерческой работой до этого момента. Альбом был отложен и не выпущен, а Бонни осталась без контракта на запись. В это время она уже начала бороться с проблемами злоупотребления алкоголем и наркотиками. Она проводила психотерапию. «Я думала, что мне нужно вести образ жизни на вечеринках, чтобы быть настоящей», — сказала она. «Но на самом деле, если вы будете продолжать в том же духе слишком долго, все, что вы собираетесь сделать, будет мертво». В 1989 году она сказала: «Я действительно чувствую, что какие-то ангелы носят меня с собой. У меня стало больше внимания и больше дисциплины, и, следовательно, больше самоуважения». Несмотря на свои личные и профессиональные проблемы, она продолжала гастролировать и участвовать в политической деятельности. А в 1985 году она спела и снялась в видеоклипе на песню «Sun City» против апартеида, написанную и спродюсированную гитаристом Стивен Ван Зантом. Наряду с ее участием в концертах Farm Aid и Amnesty International, Raid поехала в Москву в 1987 году, чтобы принять участие в первом совместном советско-американском концерте мира. Вообще, политическая деятельность Raid восходит к началу 70-х. На обороте ее альбома 1972 года было написано «Посвящение народу Северного Вьетнама». Веб-сайт Raid призывает поклонников узнать больше об охране окружающей среды. Она была одним из основателей организации музыкантов за безопасную энергию, а также стала катализатором более крупных антиядерных движений. В 2002 году она стала официальным сторонником Little Kids Rock, некоммерческой организации, которая предоставляет бесплатные музыкальные инструменты и бесплатные уроки детям в государственных школах по всей территории США. Она посещала детей, участвующих в программе, и вскоре стала входить в совет директоров организации в качестве почетного члена. Она является частью группы No Nukes, которая выступает против расширения ядерной энергии. В 2007 году No Nukes записали видеоклип на новую версию песни Buffalo Springfield For What It's Worth. Через 2 года после того, как ее исключили из Warner Brothers, лейбл уведомил Raid о своих планах выпустить альбом. «Я сказала, что это несправедливо», — вспоминает Raid. И они все-таки согласились позволить мне перезаписать альбом. И именно тогда он вышел как альбом «9 жизней». Выпущенный в 1986 году, альбом разочаровал как критиков, так и поклонников, став последней записью для Warner Brothers. К тому времени она была чистой и трезвой, решив свои проблемы со злоупотреблением психоактивных веществ. Превращение Raid из уважаемой в узких кругах фигуры в звезду с мировым именем произошло с ее переходом на Capitol Records. Прорыв состоялся с альбомом Nick of Time, который медленно, но верно набирал популярность
и в итоге поднялся на вершину чартов ровно через год после выхода. Альбом становится одной из главных сенсаций года, а две ее композиции Have a Heart и Nick of Time становятся хитами. На церемонии вручения Грэмми в Лос-Анджелесе Бонни Рейд затмевает всех, получая 4 награды: альбом года, лучший женский поп-вокал, лучший женский рок-вокал и лучшая запись в традиционном блюзе, которую она получила благодаря сотрудничеству с самим Джон Ли Хукером. Их дуэтный ремейк его чувственного бестселлера In the Mood восхитил и согрел сердца слушателей. I'm in the mood for some of that hookin' love. I'm in the mood, baby. I'm in the mood for love. What's this now? Следующий альбом имел даже больше успех, чем предыдущий, а также он принес Рейд еще 3 награды Грэмми и первый за ее 20-летнюю карьеру хит-сингл, поднявшийся до 5-го места в хит-парадах. После этого Рейд выпустила еще 3 альбома. «Тоска в их сердцах» становится вторым альбомом Бонни, ставшим номер 1 в чартах, и приносит ей еще одно Грэмми. Следующим хитом становится песня, написанная Брайан Адамсом и записанная дуэтом с ним для ее концертного тура. Для своего следующего альбома Рейд наняла Митчелла Фрума и Чада Блейка в качестве продюсеров. «Мне нравилось работать с Доном Вассом, но я хотела дать себе и своим поклонникам возможность сделать что-то другое», заявила Рейд. Ее работа с Фрумом и Блейком была выпущена в виде альбома в 1998 году. Бонни обладает вокальным диапазоном контральто. Музыкальный журналист Роберт Кристгау описал ее голос как не особенно красивый, но текстурированный, способный кричать, напевать и заполнять собой всю комнату. Кристгау сравнил ее вокальный стиль с любящей женщиной, у которой есть прикосновение, мягкое и твердое в нужное время в нужном месте. В марте 2000 года она была занесена в зал славы рок-н-ролла, и следующие альбомы закрепили ее успех. В апреле 2012 года она выпустила свой первый студийный альбом с 2005 под названием Slipstream. Он занял 6-е место в чартах, что стало ее первым альбомом в десятке лучших после альбома 1994 года. Новый альбом был назван журналом American Songwriter одним из лучших за ее 40-летнюю карьеру. В феврале 2016 она выпустила свой 17-й студийный альбом. Он занял 11 место в чартах и получил положительные отзывы. В этом году она объявила, что ее 21-й студийный альбом будет называться Just Like That. Пластинка была выпущена 22 апреля и совпала с началом общенационального тура, который продлится до ноября текущего года. Рецензии на творчество не могут передать стилистического жанрового разнообразия музыки Бонни Рейд в полной мере. Вернее, многообразие идей и современных подходов к звучанию, записи музыки, так как ее открытость как музыканта, высший пилотаж как партнера по бенду, потрясающий такт и музыкальность расширяют рамки стилей и направлений и делают ее работы каждый раз открытием даже для поклонников.
При этом ей удается сохранить в своей музыке, вопреки безусловному давлению поп-индустрии, абсолютные блюзовые традиции, наследие американских музыкантов разного цвета кожи и социального происхождения. Выпустив 21 альбом, Бонни Рейд никогда не чувствовала себя более благодарной за то, что она может продолжать создавать музыку, вносить свой вклад в общее дело, поддерживать работу своей команды, общаться со своей аудиторией. Я действительно осознаю, как мне повезло, и я чувствую, что моя обязанность выйти и сказать что-то свежее и новое для себя и для фанатов, говорит она. Это действительно сложно, не повторяться, но мне всегда нужно что-то сказать. Pull me through.